Друзья, всем привет! На связи Ольга Старшая. Я думаю, моим подписчикам уже надоел мой сериал с костюмом, поэтому сегодня я хочу немного отвлечься и сделать вот такой пакетик. Zip-пакет фольгированный в программе Style 3D. Это можно сделать в любой другой программе 3D-шной, но мне захотелось его пошить и посмотреть, что можно сделать именно в качестве, именно в 3D варианте. Так, у меня есть такие референсы. Насколько я знаю, высота пакетика 17 сантиметров, а ширина 10,5 сантиметров. Ну, примерно. Я собираюсь сделать такой. Вот здесь у меня есть референс, где показана обратная сторона пакетика в виде прозрачной пленки. И мне хорошо понятно, как здесь сделано донышко. Я не знаю, насколько у меня тут что получится. Но давайте попробуем. Вдруг что выйдет. Поехали. Так, начнем с базы. Наши квадратики. Ширина, так, это на сантиметры, тогда 10,5. 10,5. И высота 17. И я снова забыла включить горячие клавиши. Минутку. Сейчас вернусь. Так, горячие клавиши включены. Работаем с тем, что есть. У нас пакетик очень маленький, поэтому здесь, никак нельзя работать с меньшим particle distance, чем там 5, это минимум. А вообще, наверное, даже надо будет работать на какой-нибудь 8. И знаете что, я, наверное, сейчас настрою материал. Для начала. Давайте сначала физические свойства определим, на что бы это было похоже. Может быть, у нас есть материал какой-то, который в библиотеке. Ну, пусть будет этот. Розовенький какой-то, бог с ним. Так. Ладно, с физическими свойствами потом разберемся, пока так. Давайте посмотрим здесь на сетку, что у нас тут происходит. Конечно, сетка у нас треугольная, а должна быть квадратная. Отлично. Но я, вижу, что нам вот этих партиклов не хватит. Либо, знаете, что мы можем сделать? Мы можем попробовать пакет, допустим, сделать в масштабе 1:2. Как бы я это сделала? Так, 200%. А потом его можно отмасштабировать где-то в другой программе. В общем, так. Нам нужно, чтобы это было симметричный паттерн, потому что, так мне удобнее будет работать. Так, нам нужно, чтобы это было 2 паттерна. А я могу сделать инстанс симметричного пакета или нет? Инстанс паттерн. Таки могу. Ура. Хорошо. Так, и выставляем. Где он у нас? У нас есть тут донышко, которое должно раскрываться. Для начала, знаете, что я сделала? Так, примерно сколько у нас тут по сантиметру, да? Пайка пакета получается. И здесь он тоже вспаянный, наверное. Давайте... Так, пусть будет 7. На такую глубину, в принципе, нормально.
Так, тогда у нас здесь 7, и нам нужен квадратик, который будет... Так, здесь 10,5, а здесь 14. И мы его тоже сделаем Alt-Y. Так, X нам нужно... Угу. Здесь мы будем его слаживать пополам. И настроим сразу 5 квады. Угу. Так, чего еще надо бы сделать? Нам нужно согнуть Fold Arrangement. Так. Ой. Согибаем. Так. Так. Нам нужно взять вот эту штучку, поставить ее где-то сюда. Чуть-чуть развернуть. И еще раз приподнять. Угу. Так, знаете, что я сделаю? Я, наверное, одну половинку заморожу. Так, дальше действуем следующим образом. Давайте сделаем на 1 сантиметр. Можно, в принципе, отключить показ 2D Mesh. Пусть так будет. И здесь то же самое. Отлично. Так, теперь мы сшиваем следующее. Это вот с этим, это с этим. Там симметрично сшилось. Теперь я воспользуюсь 3D окном, чтобы сшить вот эти вещи. Интересно. Угу. Так, отлично. А низ мы сошьем следующим образом. Ничего же не видно. Да, вроде бы все пришито. Окей. Давайте попробуем засимулировать, посмотрим, что получилось. Оу, что-то получилось. Так, значит, чтобы у нас в дальнейшем не было никаких конфликтов. А что это за текстура-то такая забавная? Ладно, с текстурами потом разберемся. И с материалом тоже. Угу. И я что-то не сшила, да? Так, хорошо. Я не сшила вот эти вот еще 2 штучки. Ага, ну-ка. Отлично. Теперь еще сами вот эти штучки нужно друг с другом сшить. Так, супер. Что нам нужно сделать теперь? Нам нужно у всех швов поубирать нормали, потому что, ну, на самом деле, это же не то, чтобы швы должны быть. Так, у нас, как всегда, глюк. Ладно, просто удаляем. Ничего страшного. Все швы должны быть turned. Пробуем вот этому материалу задать физические свойства
какие-нибудь жесткие. Так. Стретч. Стретч это типа в малую сторону лучше или... Ага, отлично. Так, теперь попробуем разморозить вот эту штуку и поставить пакет. Пакет пакет стоять не хочет. Ладно, давайте дадим ему упасть. Ничего страшного, если он у нас полежит какое-то время. Ничего страшного с ним не случится. Кстати, теперь вот здесь, на этой линии, мы можем сделать угол не очень большой. Так. Дальше мы можем у вот этих штучек сделать давление, допустим, 2, чтобы его немного поднадуло. И самое время сшивать вот это место. Угу. Так, шов. Тюрнет. Что тут? В принципе, все. И таким образом, наверное, мы уже можем поставить пакет. Давайте попробуем. Посмотрим, что произойдет, если мы его поставим. Ага. Пакет стоит. Отлично. Так, друзья, значит, что бы мне делать здесь бы не хотелось. Я бы не хотела, чтобы у нашей ткани была вообще толщина слишком большая. Допустим, это должно быть какой-нибудь 0,1 миллиметра. Возможно, даже меньше. Второе, что я бы хотела тут убрать, это у этих кусочков... Давайте всем сделаем 2, чтобы и нижний тоже был. Так, вот. Extra Collision. Я бы поставила его максимум на тоже 1/10. Вот. И вот такая вот история у нас получается. Хорошо. То есть у нас... Я бы даже, наверное, ткань эту... Давайте-ка ее назовем как-нибудь. Я не знаю, правильно ли я назвала это, но... Ладно. Так. Это у нас такая блестящая фольга. Мы цвета можем еще поднастроить, но, наверное, это попозже. А пока что меня в целом здесь все устраивает. Знаете, что я хочу сделать? Я вот не хочу, чтобы здесь было видно место вот этой пайки. Оно мне не нравится, потому что в живом пакете этого места практически не видно. Я, наверное, отрежу вот это вот все. Так, и вот это у нас пришито, а вот эти швы мы просто удлиним. Ну что ж такое? Так, у нас, видимо, не то и не туда пришло. Вот еще и не убрала. Окей. Из-за этого. Так, тогда вот эти точки тоже можно поудалять. В принципе. Все. Угу. Так, и где-то у нас будет лишний шов. Вот этот шов будет лишним, потому что нам нужно будет вот этот шов тоже продлить до конца.
Угу. Давайте еще раз просимулируем. Опа, супер. Все, у меня вот лишней геометрии здесь нету, она мне и потом не нужна, и сейчас не нужна. Так, пакетик стоит. Я бы, наверное, сделала бы меньше давления здесь. Пусть будет единица. Угу. Супер. Ага. Так, что еще? Попробуем сделать швы. Или давайте я... Чуть мне не нравится этот цвет. Розовый. Давайте-ка я все перекручу в этот... в какой-нибудь... Сейчас мы... Знаете, что сделаем? Просто накрутим градусы. Так, это у нас холодный, это где-то 200. Так. Здесь 180. Давайте сделаем. Здесь 53. Ну, давайте сделаем 253. Так, а здесь что? 11. 211. Потом нам надо будет убрать насыщенность у некоторых. А и тут тоже 200. Так, все, голубой, да? А нам нужно, чтобы был серый. Давайте приберем насыщенность. Так, здесь тоже. И давайте сделаем какой-нибудь такой. А здесь нас... Давайте тоже, что ли. Насыщенность до 5, до 10. Так, что-то темное. Ну, пусть будет так. И здесь что? Ну, нет, давайте это сильно темным не делать. И насыщенность приберем до 5, до 10. Уже что-то похожее на фольгу. Ну, что-то вроде того. Нам еще, знаете, что нужно? Прибрать отсюда нормалку. Вообще. И текстуру бы отсюда бы убрать. А текстуры нету, да? Или есть? Так, в нормалке. Ага, в глосс мапе есть какая-то текстура. Так, еще где-то текстура. Metal Map. Так, вот, вообще. Так, и еще что у нас тут? Metal Map нету, а вот металличность мы можем накрутить где-то на 0,6. Так. И что еще мы можем накрутить? Glossiness. Да, пожалуй. Вот такой у нас интересный материал получается. Еще знаете, что можно попробовать сделать? Ну ладно, я это попозже сделаю. Пока я, наверное, не буду сейчас убирать вот эту линию. Так, с материалом определились. На самом деле вот здесь нужно будет еще настраивать материалы. Да, что еще нужно сделать? Смотрите, поскольку у нас вот здесь как бы это сказать, шов, то нам бы здесь сделать бы градусы, например, 200.
чтобы его немного выгнуло. И нам нужно отрендерить эти углы. Чтобы было видно прям, что оно примыкает. Так. Возможно, у нас слишком сильное давление. Можно попробовать давление подуменьшить. Посмотрим. Может быть, нам не нужен такой прям... Опа, его валит, валит, валит. Нам не надо, чтобы его валяло. Не валяйся. Ладно, давайте вернем назад давление, бог с ним. Если мы сделаем усиление для начала всему этому счастью. Ладно, пусть пока он падает, бог с ним. Значит, смотрите. Ладно, с этим окей. Можно заморозить вот это донышко. Пока. Я хочу, наверное, вот здесь вот с этим вот заниматься. Так, нам нужно где-то на 2 сантиметра сначала отложить. Потом мы это сшиваем. Отлично. Здесь нам, кстати, шов как нельзя кстати. Но это еще не все. Нам нужно сделать здесь вот такую штуку. Значит, это шов пайки должен быть. А у нас еще есть зип. Да? Шов пайки. Так, дальше. Пусть будет 1. Здесь начнутся... Так. Ага. Так, что там я 0,5 делала? Попробуем еще раз. Попробуем сделать еще раз 0,5. Супер. Что я еще могу сделать? Так, давайте на этот будем ориентироваться. Еще нам нужно выгрызть здесь такие, как бы это сказать, кружочки. Где у нас тут квадрат? Так, 0,5 сантиметра. Тоже ставим сюда. Допустим, кат. Так. Это удаляем. Это удаляем. Это удаляем. Где там у нас еще кусочек? Это удаляем. Так, у нас появилась такая штука. Теперь делаем smooth curve. Smooth curve. О, вон где она. Ладно. Так. Smooth curve. Вот эта точечка. Так. О. Теперь пробуем еще раз subdivision. Да что ж такое? 10. Много. Давайте 5. Или 2. Пусть так будет. Ну, практически круглая штучка.
Я думаю, что на рендере это видно не будет. Так. Так, самое интересное это сделать вот этот вот замочек внутри. Как бы нам его сделать? Знаете, замочек, наверное, это вот это он уже и должен быть. Так. И давайте мы его здесь расположим. Так, супер. Ну, мне уже, в принципе, нравится. Только он у нас еще и этот усиленный, а нам усиленный не надо. Супер. Так, давайте я донышко таки заморожу на время. А потом будем разбираться. Значит, что у нас еще с этим пакетиком? Вот на этом примере видно, что здесь как бы донышко в полукруге запаяно, да? Давайте мы такой полукруг и сделаем. Как мы будем это делать? Я сделаю, наверное, вот так. Так, теперь это оно, да. Я сделаю этой точки. Ладно, давайте я ее спущу. Так, smooth carve, так. Так, по синей пишем 9,5. Опа, да. Теперь возвращаем это сюда. И вот такая у нас история получилась. Теперь копируем, вставляем. Копируем, вставляем. И где тут, можно ли тут что-то флип вертикал. Опа, супер. Так, теперь что к чему пришиваем? Надо бы нам показать внутренние линии. Угу. Значит, смотрите, B, так, N. Вот это пришиваем вот сюда, так. А вот это пришиваем вот сюда. И что-то не туда. Так. Что я куда не пришила? Вот это. О, пришилась. Так. О, one moment. Это я неправильно сделала. Знаете почему? Ну или правильно, но нам не хватает кое-что еще. Нам нужно все это поднять на сантиметр. Эти точки тоже на сантиметр. Нам нужно сделать здесь на сантиметр outline и сделать internal line. И то же самое сделать здесь. Так, а здесь тоже на сантиметр добавить такую штуку. Так, теперь у меня тут что-то глючит, и нам надо разобраться со швами. Давайте сделаем вот что. Это мы деактивируем. Давайте я его приподниму, заморожу. Назад. Ctrl-Shift-J, Ctrl. Так, Shift-C, окей. Здесь все нормально. Ставим на место. Чуть-чуть растащим. Сейчас разберемся со швами и сошьем назад все. Так, Б.
Этот шов до конца. Этот у нас... Это не тот. Вот. Так, это у нас вот этот шов 8, 8. Тут все правильно. Окей. Теперь. Пам-пам-пам. Угу. Все, давайте пробуем сшивать. О, интересно, почему мне эта ткань не показывает? А, потому что это единственное. Ну ладно, мне не надо. Окей. Так. Ага. Что-то у нас тут не ладится. Вот это у нас не должно быть до конца. Но это же еще не все. Вот здесь тоже. Так, отцепилась. Супер. С этим разобрались. Для лучшего складывания я бы, знаете, что еще сделала? Вот здесь появилась классная топология. Я бы вот еще вот сюда. Ага, и вот так. Так, это internal isoline в другую сторону. Где-то по полсантиметра. Опа. Так, где у нас тут? Полсантиметра и... Полсантиметра это мало, наверное. А, хотя давайте глянем. Таких 3 штуки. Оп. И превратила бы я их в базовые линии. Хотя... Нет. Базовые линии давайте не будем их превращать. Мы их просто залочим. Ай, ладно, пусть будут. Так, чтобы у нас вот здесь как-то получше распределилась донышко наше. Отлично. Теперь что у нас с давлением? Тут у нас, значит, становись на место. Супер. Так. Дайте-ка я поставлю это где-то по центру. Все. Так, стоит вроде бы по центру. Теперь самое время убрать вот эту линию. Она нам просто тупо не нужна. Ай, вроде бы да, хорошо. С этим окей. Знаете, что я думаю сделать, чтобы этот пакет не валялся? Я его просто тупо запиню в какой-нибудь одной точке. Так, у нас будет пин буквально в центре, и все. И он никуда больше не упадет. Он может как бы вокруг этой точки вертеться, как хочет, но упасть он уже не сможет. Будет висеть. И вот такая у нас топология красивая получается у пакетика. Добавить мятости и текстур можно где-нибудь на скульпте.
А база у нас вот здесь. И давайте я еще тут, знаете, что заморочусь и сделаю таки замочек, который я хочу сделать. Так, я сделаю его следующим образом. Давайте я отложу здесь точку где-то на полсантиметра и буду работать с этим. Так, мне нужно, чтобы это было 1 в обе стороны и где-то на 1 миллиметр, а возможно 2. В обе стороны или... Давай на 0,15. Угу. Супер. Так, теперь... Ладно, давайте сделаем иксы абы где. В общем, пофигу. Просто выделяем эти точки, выделяем вот это, делаем Alt-L. Все, здесь... Значит, это сюда, это сюда, это сюда и это сюда. Так, теперь нам нужно расшить, нам нужно, знаете, что сделать? Я вот сейчас думаю сделать тут гладкую штуку такую. Или... Ладно, пусть будет. Кстати, вот здесь точка нам не нужна. Так, Smooth Curve Point и Smooth Curve Point. В общем, такая история. Нам нужно сделать следующее. Мы сшиваем вот это вот с этим. Здесь я уберу, наверное, нормалки. Так, только чтобы сшита была вот эта штука, и все. Дальше мы сшиваем это с этим. А это с этим. И здесь нормали, может, и нужны, но пока не знаю. Кстати, высоту 0,1 в лучшем случае. Так, дальше. Значит, что мы делаем с этой штукой? С этой штукой. Вот это и вот это нам нужно выгнуть в, допустим, 270. И силу поставить на 20. Я не уверена, что сейчас будет что-то нормальное. Это эксперимент, но попробуем. Это все можно было сделать и в каком-нибудь блендере. Но мне хотелось попробовать. Так, это еще не все. У этих мы делаем наоборот где-то 150 и тоже где-то на 20. Да, кстати, вот у этих нужно было поставить Fold Rendering и Realistic Fold. И посмотрим, что получается. Ну, такое. Кстати, похоже, смотрите, тут такая штука выходит. Так, значит, здесь этого мало. Давайте поставим 120. Так. Кажется, этого тоже мало.
Так, ну-ка, 50. Так, ну-ка, 90. Тоже мало. И здесь, что я поставила, 270. Может быть, сил я уберу, чтобы его тут так не пучило. У меня не пришита следующая часть. Давайте я сделаю так. Б. Вот это продолжу сюда. А вот это сюда. Потому что у меня... Все, здесь прошилось. Супер! Вот такой вот пакетик у нас получился. Давайте я отключу эти линии, какие нам не надо. Так. Вот. Можем его попробовать таки поставить на пол. Сделаем так. Move to ground. Так, 5. Сюда. Сюда. Можем попробовать отконопатить эти вещи. Попробуем еще раз просимулировать. Если попробовать убрать еще давление, как я хотела, на 0,5, возможно, знаете, что можно сделать? Можно вот эту донышку сделать Solidify. И тогда супер, все. Теперь пакетик устойчивый. Ой, нет, нельзя его хватать. Так, сам пакетик устойчивый, с ним все в порядке. Вот такая у нас штука получилась. Что-то с материалом случилось, он не такой блестящий, как был. Где наш материал глосиный слетел? Почему-то. Так, и металличность. Металличность была все такая. Так, давайте я вам поверчу его в 3D окне. Осталось только наложить текстуры вот этой сеточки. Вот здесь. Но здесь я этого делать уже не буду, потому что мне важно было показать именно процесс шитья. А текстуры, ребята, если вам будет интересно, напишите в комментариях, и я, возможно, сниму видео, как еще улучшить этот пакетик, наложить сюда какие-то текстуры или что тут еще можно с этим сделать. А на сегодня я с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание. Всем пока.